Минус 21 градус. Вот это обледенело. Ну, красиво. В этот раз внутри обледенело уже поменьше, но окошко так хорошо затянуло. Но все равно сруб в замерзшем инее. То есть вытяжка как-никак помогает. Так, ну-ка, печка. Так, печка. Нормально. Уходя, закрыл поддувало. Посмотрим, затянуло ли трубу. Сейчас буду растапливать печку. На улице у нас сегодня дубак. Дымок из трубы тянет. Труба у нас, значит, не забилась в этот раз. Ну вот, уже начинает больше и больше поступать. Всем привет, дорогие друзья! Рад всех видеть на своем канале. Сегодня я снова нахожусь в сказочном лесу. Сегодня у нас дубак, минус 25 градусов. Так сказать, крещенские морозы. Очень холодно. Доехал я нормально, когда заезжал уже в лес, взлетело 2 глухаря. Все-таки глухари у нас здесь водятся в этом месте, и это хорошо. Начинаю я топить землянку. Находиться на улице сегодня я не хочу. Сегодня прям такой лютый дубак, наверное, не 25, а за все 35 по ощущениям. Так что заходим вместе с вами в землянку, начинаем там обустраиваться, начинаем работать, так сказать. Ну и всем приятного просмотра. Погнали! Сегодня у нас прямо лютый мороз. С самого утра я думал, что ближе к обеду температура поднимется, но мороз как был, так и остался. Ни плюс, ни минус, в общем. Стоит на одном месте. Прямо, если не двигаться, то холодно. Термометр, думаю, повесить на дерево, потому что если повесить его под козырек землянки, то там он будет показывать неэффективно, неправильную температуру. Как-никак все равно будет тепло идти от дверей, от окна. Так что, наверное, буду куда-нибудь на дерево его закреплять. Наверное, вот самое тут ближайшее. Вот, наверное, сюда. Отогреваюсь чаем, печка уже хорошо так шпарит.
нагоняю тепло в землянке. Хочу первым делом поменять окна. Писали мне, что следует распашное окно установить сюда, напротив дверей, чтобы была хорошая вытяжка. Так что вот пока греюсь, нагоню тепло здесь и буду менять окошки местами в землянке, пока 11 градусов, это вот на уровне кровати. Термометр установлю сейчас временно, наверное, в это место или может сюда, не знаю, подумаю, и будем начинать бдить температуру в землянке, какая у нас вообще она здесь бывает, если топить печку. Окошки я местами поменял. В землянке у нас плюс 10 градусов показывает. Буду я сейчас заниматься столиком. Как я говорил в прошлом ролике, я хочу сделать откидной столик, как купейный. Вот. Будет он у меня с этой стороны. И в принципе он будет у меня крепиться к стене, если нужно будет. Допустим, его раз поднял, все, у нас появилось свободное место. Стол нужен, раз опустил, все, у нас есть столик, можно где пообедать и тому подобное. Так что буду сейчас заниматься столом, материал у меня остался. Делал я самодельную доску, вот на которой сижу, и там порядком осталось лишних досок для столика. Поэтому вот сегодня у меня в планах это сделать сюда столик. Лицевую часть столика я уже отшлифовал, сейчас буду его скреплять. Также отшлифовал и эту досечку, которой буду скреплять вот этот стол. И сейчас буду его стягивать. Ну и соответственно аналогично потом вот эту буду.
как пахнет сосной, как свежачок. Инструмент на аккумуляторах — это просто вещь в таких условиях. И смотрите, как все получается. Получается, как прям в мастерской. Здесь я еще немножко подшлифую рубанком. Здесь у меня, смотрите, ровный спил. Диагонали здесь ровные. И в конце еще пройду вот эксцентриковой машинкой шлифовальной. И у нас вообще прям шикарный столик будет обеденный. Размеры у него 50-55 на 82. Оба-на! Ну что, столик-то практически готов. Осталось сделать ножку. Ножка у меня будет тоже на шарнире. Вот. Когда будешь, получается, откидывать столик, вместе со столиком будет откидываться ножка. Когда буду, получается, ставить столик, и у меня будет, ну как получается, тоже откидываться ножка. И так раз ставишь сразу. Вот такой столик получается. Столик небольшой, в принципе, на одного, ну на двух его хватит. Можно было, конечно, немножко побольше сделать, но и этого достаточно. Незачем здесь большие столы. Если бы я сделал большой стол, то он у меня бы уже упирался бы сюда. Так что вот. Красота. Остался у меня от кроватей брус. Ножка у меня будет из этого бруса. Отмерил я от пола до стола. Нужно 82 сантиметра. Нужно сейчас будет брусок этот отпилить и построгать рубанком. И можно будет его закреплять. В принципе, ножка очень получается массивная. Более чем достаточно. Ну что, я думаю, пора уже заканчивать со столом и, в принципе, уже перейти непосредственно к первой готовке вообще на этом столе и у нас здесь в земляночке. Пожарим мясо с вами. Буквально немножечко сейчас я рубанком пройдусь и потом машинкой, шлифмашинкой. И довольно-таки, знаете, очень хорошо откидывается. За бревна он не зацепляться, то есть можно сказать вровень со стеной. Здесь я сделаю крючок, уходя поднимаешь столик и крючком зацепляешь, и вот в таком положении он будет находиться. Никакие мыши, никакие тут другие насекомые ползать по столу не будут, и откидывается тоже довольно-таки
сразу с первого раза и устойчивый. Стол готов, осталось в следующий раз принести с собой газовый баллон и обжечь всю столешницу, чтобы придать доске рисунок. И будет намного красивее. В следующий раз нужно будет уже сделать здесь освещение. Я думаю, получится это сделать. Скорее всего, освещение будет работать от пауэрбанка. Вот, буду делать я здесь светодиодную ленту. Вот. И, в принципе, можно уже будет благоустраивать, где-то сделать какие-то полочки, где-то что-то еще может быть. В планах еще, но это немного попозже, сделать еще вторую кровать. Кстати, рекомендуйте, голосуйте, какую лучше кровать сделать. Я хочу сделать двухъярусную, либо сделать продолжение вот этой кровати уже на той стороне, на противоположной стороне от печи. Вот. Ну, как вы решите, так и будет. Будем делать либо на той стене, либо будем делать двухъярусную кровать. Так что, друзья, пишите в комментариях, какую кровать лучше сделать. Ну что, осталось прибраться мне здесь, убрать весь опил, который я здесь намусорил, можно сказать им. Ну и будем приступать уже непосредственно к блюду. Перекус у меня сегодня простой. Будем поджаривать небольшой стейк мяса свинины. Так что буду сейчас мариновать.
Первые ароматы, друзья, у нас с землянки пошли. И довольно-таки пахнет очень приятно. Таким душистым перцем, мясом. Прям объедение. После хорошего рабочего дня, можно сказать. Прямо это было вкусно. Я вас уверяю. Приятного всем аппетита. Хлебушек с чесночком. Вкуснотища. Дров я на следующий раз приготовил. Придя, можно будет быстро разжечь. Нарубил мелкими кусочками. Поэтому запас дров на следующий раз есть. Нравится мне столик, который получился. Решение это все-таки правильно сделать откидной. Закрепляя его на стене, место у нас, можно сказать, полезное освобождается. Можно заняться какими-то делами, может быть, что-то здесь еще поработать, поремонтировать. И благодаря вот этому место у нас сохранилось. В следующий раз нужно будет, это потом сделать еще вторые кровати. Ну и в принципе уже можно приезжать сюда, жить, ночевать. В принципе уже спать есть на чем, кушать есть на чем. Печка у нас есть, шпарит. Кстати говоря, сегодня я печку, помещение отопил до чуть где-то выше 15 градусов. Но у меня постоянно было открыто окошко. То есть было это проветривание. При желании, если все закрыть, натопить, мне кажется, тут будет как в бане. Но это незачем. В принципе, думаю, что спать можно будет здесь в комфортной температуре. Буду заканчивать, друзья, на этом. Спасибо всем, кто оставался до этого момента. Отдельное спасибо, кто ставит лайки под это видео. Спасибо, что комментируете. Вот благодаря вашему совету поменял я окошко. И, друзья, проветривание стало действительно намного лучше, нежели бы окошко было бы там. Всем пока, друзья. Увидимся с вами в следующем ролике. Ну и будьте здоровы.